Быстрые, ловкие и абсолютно бесстрашные зверьки, которые живут в разных уголках планеты. Но несмотря на отличия, все они искусные охотники, которые не оставляют шанса даже превосходящим в размерах созданиям. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – куницы. В настоящее время выделяют 8 видов куниц, которые обитают на значительной площади Евразии и Северной Америки. Познакомимся с самыми яркими из них. Наиболее известным европейским представителем является лесная куница. Небольшой, но очень активный зверек длиной около половины метра и массой чуть больше килограмма. Чаще всего куница выходит на промысел под покровом ночи, и увидеть ее не так просто. Хотя порой зверек отправляется на охоту и днем, если чувство голода превышает желание поспать. А голодна куница почти всегда, ведь с учетом размеров и активного образа жизни ее обмен веществ очень быстрый. Являясь превосходным древолазом, куница может с легкостью перепрыгивать с ветки на ветку, однако белки в этом плане куда проворнее. Более солидные размеры не позволяют хищнику столь же умело избегать препятствий. Белка же в стесненных условиях кажется попросту неуловимой. Но в случае паники грызуны могут допустить ошибку, и поиск укрытия в старом стволе – именно такой случай. Загнанная в угол цель становится легкой добычей. В холодное время года заметную долю в рационе составляет падаль. Чтобы добраться до лакомого кусочка, куница готова показать все мастерство ловкости, гибкости и хитрости. Поэтому, казалось бы, недоступная добыча в считанные секунды оказывается в зубах. И даже самая неудобная поза не способна испортить аппетит. Американская куница – довольно близкий родственник европейского зверька. Она также очень подвижна и способна забираться в самые потайные уголки, где зачастую скрывается доступное лакомство. Поэтому птицам стоит тщательнее выбирать места для строительства гнезда, поскольку обоняние – ключевой инструмент для поиска съестного. Зимой куницам приходится несладко, но они всегда находят чем поживиться. Проникая в узкие ходы под снегом, хищница надеется застать хозяина убежища, и в этом случае грызуну повезло. Будь он дома, итог был бы плачевным. И здесь основное внимание охотника уделяется белкам. В сильные морозы потенциальная добыча использует укромные места в качестве временного убежища, чем активно пользуется предприимчивый зверек. Хотя и сами куницы не прочь переждать морозные дни в укрытии, однако голод все равно толкает их на поиски добычи, которая без особых усилий извлекается наружу. Особую неприязнь куницы чувствуют к родственным конкурентам, и при любом удобном случае такие хищники, как ласка и горностай, подвергаются нещадным нападениям. Крохотные зверьки не робкого десятка, и они способны дать отпор, но против столь серьезного соперника их аргументы теряют всякий смысл. В этой ситуации лишь чудом ласке удалось избежать печальной участи. В отличие от лесных родственниц, каменная куница предпочитает открытые участки, где, используя острое зрение и превосходное обоняние, она определяет местоположение даже надежно затаившихся соседей. Следуя за любопытным запахом, зверек неспешно изучает свои угодья, и скрываться от него абсолютно бессмысленно, поэтому потенциальная добыча выбирает бегство. Как и положено кунице, этот хищник очень подвижен, и часто вместо нападения из засады он выбирает активное преследование. Но если в процессе погони подвернется скромная в размерах, но более доступная мишень, находчивый зверек незамедлительно воспользуется ситуацией. Ведь мышевидные грызуны – основной источник пищи, и против такого охотника у них немного шансов.
Из-за небольших размеров у куницы много естественных врагов, но наземным хищникам редко удается застать бдительного зверька врасплох, ведь он способен за доли секунды оказаться вне зоны досягаемости. Куда сложнее спрятаться от хищных птиц, ведь имея в разы лучшее зрение, пернатые охотники издалека видят цель и, выждав подходящий момент, срываются с места, чтобы нанести внезапный визит. Даже такой быстрый зверек не успевает среагировать на молниеносную атаку. Все перечисленные куницы меркнут по опасности в сравнении с харзой, самой крупной представительницей рода. Это животное приспособилось не только к тропикам Азии, но и к снежным зимам России, где хищница без проблем перемещается по глубокому снегу за счет широких лап. Эта куница также превосходно лазает по деревьям, но когда добыча на земле, уйти от преследования почти невозможно. Эта гигантская летяга попала в ловушку. Хищница не спешит атаковать, ведь ей важно контролировать обстановку. Совершая налеты, куница осматривается, прежде чем снова пуститься в бой, что совсем не лишнее в этих местах, ведь здесь обитают чрезвычайно опасные животные. Наконец, охотница готова к финальной атаке, и против невероятно острых зубов у жертвы нет ни единого шанса. В отличие от родственных одиночек, харза может охотиться в компании, что заметно увеличивает шансы на успех. И добычей в этой ситуации могут стать даже небольшие олени. Необычайно солидный запас провизии для куницы, ведь даже с ее аппетитами еды хватит надолго. Особенно актуальной такая охота становится в холодное время года, когда запасы энергии быстро подходят к концу. Особую опасность харза представляет и для местных приматов. Лангур в разы превосходит хищницу в весе, но заметно проигрывает в подвижности, и чтобы справиться с потенциальной добычей, куница долгое время изматывает ее, лишая последних сил. Когда обезьяна теряет способность защищаться, атаки харзы становятся все эффективнее, что в итоге заканчивается безоговорочной победой. Схватка становится в разы продуктивнее, когда за дело берутся сразу два хищника. В этом случае приемом с изматыванием жертвы можно пренебречь. В целом, за счет бесстрашия, ловкости и находчивости куницы способны не остаться голодными даже в самых суровых условиях. И лишь уничтожение среды обитания становится для животных настоящей проблемой. Тем не менее, невзирая на вмешательство человека, большинство видов рода куниц процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!